Мы обычно как думаем о биологии? Ну, как о чем-то таком стабильном, да, как о заданном чертеже. А что, если все совсем не так? Что, если наш организм — это, по сути, постоянно меняющийся программный код, который, к тому же, полон ошибок, экспериментов и всяких скрытых функций? Вот именно. Эволюция — это ведь и есть тот самый слепой хакер. Это такой непрерывный, немного хаотичный процесс. И что самое интересное, именно вот эти ошибки в коде, случайные мутации, иногда они приводят к появлению просто невероятных способностей. И это лучше всего доказывает, насколько на самом деле пластичен наш вид. Так вот, эти ошибки слепого хакера, то есть эволюции, они далеко не всегда приводят к проблемам. Иногда они создают настоящие суперсилы. Серьезно, давайте-ка посмотрим на несколько совершенно реальных генетических вариаций, которые дарят людям возможности, ну, прямо как из научной фантастики. И вот что тут самое любопытное. В одном и том же гене, LRP5, одни мутации вызывают остеопороз, то есть хрупкость костей, а другие, ну вы видите, прямо противоположный эффект. То есть это такая, знаете, очень тонкая грань между багом и фичей, между ошибкой и крутым преимуществом. И да, это не только у людей. Наверняка многие видели в интернете фотографии таких, знаете, знаменитых мускулистых собак или быков-качков. Так вот, у них ровно та же самая мутация. Получается, эволюция как бы тестирует свои апгрейды сразу на нескольких видах. А вот эта мутация вообще находка. Она считается полностью безопасной, то есть у нее нет никаких известных побочных эффектов. И неудивительно, что современная медицина уже вовсю разрабатывает препараты, которые нацелены как раз на этот ген. Тут возникает логичный вопрос. А почему бы эволюции не закрепить такие полезные апгрейды у всех нас? Ну, казалось бы, логично, но она так не работает. Понимаете, любое серьезное изменение может нести в себе какие-то скрытые издержки. Эволюция, она всегда ищет компромисс. И вот как раз это и подводит нас к самой главной проблеме, которая заложена в наш код. И вот это просто блестящая иллюстрация ключевого принципа. Эволюции не нужно совершенство. Ей нужно, чтобы было достаточно хорошо для выживания вот прямо здесь и сейчас. Она всегда ищет компромисс. И, к сожалению, именно такой подход и создает идеальную почву для нашей главной проблемы — для старения. Хорошо, если наш генетический код такой адаптивный, то почему мы со временем, ломаемся? И ответ тут не в каком-то там износе тела. Нет, это совершенно особый вид программного сбоя. На самом деле, вот это вот понятие «умереть от старости» — это по большому счету миф, потому что вскрытие, оно всегда показывает конкретную патологическую причину смерти. Всегда, даже у самых старых долгожителей. То есть поймите, это не какой-то там заранее запрограммированный лимит жизни, нет. Это конкретная накапливающаяся ошибка, самый настоящий баг в системе, который со временем просто становится критическим. И вот тут важно кое-что понять. Не существует какого-то одного гена бессмертия. Никакой волшебной кнопки нет. Преодоление старения — это системная задача. Она требует такого, знаете, комплексного подхода к подчинке всего кода. А вот теперь самое интересное. Наше повествование делает, можно сказать, резкий поворот. Потому что решение, возможно, это не какая-то внешняя таблетка, а обновление нашего внутреннего, уже предустановленного программного обеспечения. Речь, конечно же, об иммунной системе. Мы как-то привыкли думать о ней, как о простом солдате, который борется с вирусами. Но на самом деле ее должностная инструкция гораздо-гораздо сложнее и мощнее. Так, давайте подытожим. Получается, иммунная система — это далеко не просто охранник. Это, по сути, наш внутренний системный администратор. И что самое главное, у него есть права на чтение и запись нашего биологического кода. И вот это все подводит нас к по-настоящему революционной идее. А что если бы мы могли научить наши собственные клетки обмениваться генетическими улучшениями? Примерно так же, как это делают бактерии. Это, по сути, фундаментальный механизм быстрой эволюции в мире микробов. Они не ждут смены поколений, чтобы адаптироваться к чему-то новому. Нет, они просто берут и копируют удачные решения, удачный код друг у друга. Мгновенно. И знаете, что самое поразительное? У нас в организме уже есть прототип этого механизма. Да-да, наши клетки иммунной памяти, они ведь уже встраивают в себя фрагменты вирусного кода. Зачем? Чтобы запомнить врага.
Это прямое доказательство того, что сама концепция интеграции нового кода в нашей системе уже работает. Так, может быть, мы сможем это усовершенствовать? И вот это, собственно, и есть центральная идея так называемого метаиммунитета. Представьте себе, эволюционировавшая иммунная система, которая не просто защищает, а активно обслуживает и отлаживает наш генетический код всю жизнь. И это не просто теория. Посмотрите, ученые уже доказали саму концепцию на животных. Они, по сути, разблокировали спящий код. Оказывается, в наших телах все еще есть программы для регенерации. Эволюция их не удалила, она их просто, скажем так, отключила. И вот эти эксперименты показывают, что код не утерян, он просто ждет, когда его снова включат. То есть речь идет не о добавлении каких-то новых чужеродных генов. Нет, речь идет о древнем, спящем программном обеспечении, которое просто ждет реактивации. Так что, похоже, будущее не в том, чтобы писать новый код, а в том, чтобы найти пароль от нашей собственной панели администратора. И вот такой подход, он, конечно, полностью меняет взгляд на проблему. Старение — это не какой-то там неизбежный износ нашего железа, нашего тела. Это информационная ошибка, сбой в программном обеспечении. И этот сбой, его можно исправить, если у нашего внутреннего системного администратора, у иммунитета, появятся нужные инструменты. Так что если старение — это действительно решаемая программная ошибка, то как будет выглядеть следующее обновление для человечества? Этот вопрос, по сути, переводит всю борьбу за долголетие из области медицины в область информационных технологий. Похоже, мы стоим на пороге эпохи, когда сможем не просто лечить болезни, а по-настоящему отлаживать сам код жизни. Какими же мы станем, когда получим такой доступ?